Приветствую, друзья! Продолжаю разбирать коротко самые резонансные события в мире. Сначала начну с важнейшей и самой громкой на сегодня новости, которая касается пошлин Трампа. Дональд Трамп, как обычно, уверен, что всех переиграл, заявляя о своем успехе после введения новых пошлин на товары из большинства стран. Он демонстрирует на YouTube и в других медиа, что держит все под контролем. Однако некоторые государства отреагировали молниеносно и нанесли США ответный удар, который оказался очень болезненным и вызвал серьезный резонанс. Министерство финансов Китая в пятницу объявило, что вводит с 10 апреля дополнительные пошлины в размере 34% на все американские товары, поступающие в Китай. Это решение было официально представлено как прямая реакция Пекина на действия Вашингтона. Напомню, что всего несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп объявил о новых масштабных таможенных мерах против иностранных товаров, включая продукцию из Китая. Республиканец Трамп не стал молчать и быстро отреагировал на взаимный ответ Китая, как всегда, через свои соцсети. Он написал, что Китай, по его мнению, сыграл неправильно. Трамп также добавил: они запаниковали, а паника – это последнее, что может себе позволить. Подобные слова сразу же подхватили правые блогеры на YouTube и распространили среди всей своей аудитории как знак силы Трампа. Чуть ранее Дональд Трамп в одном из своих видеообращений подчеркнул, что будет твердо стоять на своем, независимо от критики. Цитата: «Для многих инвесторов, которые прибывают в Соединенные Штаты Америки и вкладывают сюда огромные суммы, моя политика никогда не изменится», заявил он. И далее добавил: «Сейчас отличное время, чтобы разбогатеть, как никогда раньше». Тем временем в тот же день, то есть в пятницу, Министерство финансов КНР выступило с новым заявлением. Пекин направил официальную жалобу во Всемирную торговую организацию ВТО по поводу действий Соединенных Штатов Америки. В сообщении подчеркивалось, цитата: «Китай подал жалобу в ВТО в связи с мерами, которые предприняли Соединенные Штаты. По оценке китайской стороны, введенные Америкой пошлины являются грубейшим нарушением правил Всемирной торговой организации». Кроме того, китайское представительство публично потребовало от Соединенных Штатов Америки немедленного снятия новых пошлин и призвало разрешить данное торговое разногласие путем консультаций, а не эскалации торговой войны. Вся такая острая реакция Пекина – это прямое следствие решения Дональда Трампа, принятого в среду. Именно тогда он объявил о введении 10% минимальных пошлин на большую часть импортных товаров, направляющихся в Соединенные Штаты Америки. А для Европейского Союза была установлена еще более высокая ставка, то есть 20%. И что здесь интересно, эти пошлины Трампа вызвали шквал критики не только за рубежом, но и в самих Соединенных Штатах Америки, где многие эксперты считают, что Трамп начал опасную торговую конфронтацию, которая может ударить по американскому потребителю. Друзья, я смотрю интернет и вижу, что данная ситуация быстро стала центральной темой обсуждения на YouTube, в разных политических ток-шоу и экономических передачах. Поэтому я буду вам сразу сообщать в ту же секунду о каждом новом изменении, и чтобы не пропускать информацию, подпишитесь прямо сейчас и включите колокольчик. Следующая резонансная новость вызывает ярость уже у России. Бывший ее союзник сближается с Европейским Союзом. Невероятно! Подпись президента Хачатуряна под новым законом стала еще одним важным шагом, приближающих Армению к началу присоединения к Европейскому Союзу. Но это не только шаг в сторону Европы, это также очередной символический жест отделению Армении от Российской Федерации, от которой страна долгое время, как вы знаете, зависела политически и экономически. Перед тем, как президент подписал закон, в конце марта 2025 года парламент Армении проголосовал за законопроект под названием «О начале процесса присоединения Республики Армения к Европейскому Союзу». Это решение стало неожиданным для части аналитиков, но все же стоит сказать, что его логика прослеживается на самом деле уже давно. Агентство Reuters напоминает, что премьер-министр Николь Пашинян неоднократно подчеркивал, данный закон не является официальным заявлением о вступлении в Европейский Союз, но он открывает дверь к более широкому процессу интеграции с Европой. Пашинян также отметил, что граждане Армении не должны ожидать скорого вступления в ЕС. По его словам, такой шаг потребует проведения референдума. На самом деле это заявление прозвучало как предостережение от завышенных ожиданий и как попытка подготовить общество к длительному и сложному процессу.
Интересно, что такие вот выступления главы правительства уже обсуждаются армянскими блогерами на YouTube, где я увидел, что мнения об этом шаге на самом деле сильно расходятся. Хочу еще сделать здесь акцент на том, что данный закон был подписан президентом Хачатуряном накануне всеобщих выборов, которые, как вы знаете, запланированы на следующий год, а также перед возможным референдумом по изменению Конституции, которого требует Азербайджан в рамках мирного соглашения, направленного на завершение почти 40-летнего конфликта между двумя странами. Но, несмотря на положительную реакцию части армянского общества, процесс присоединения Армении к Европейскому Союзу будет крайне непростым. Главным препятствием может стать именно влияние России, от которого Ереван все еще во многом зависит экономически. И здесь важно помнить, друзья, что с 2014 года Армения является членом Евразийского экономического союза, который контролируется кем? Правильно, Россией. Кремль в прошлом уже несколько раз подчеркивал, если какая-либо страна-член захочет вступить в Европейский Союз, она должна будет покинуть этот экономический блок. И здесь любопытно, что инициатором этого закона стали внесистемные политические силы, да, друзья, объединенные в рамках платформы демократических сил. Это указывает на растущее влияние гражданского общества и политических групп, которые на самом деле не представлены в официальном парламенте, но все же способны продвигать важные инициативы. Вы меня спросите, как же это им удалось? Отвечаю. Они заручились поддержкой населения, было собрано более 50 тысяч подписей, и это позволило внести закон на рассмотрение. Во вступительной части самого закона сказано следующее, цитата. «Армения, стремясь к развитию демократических институтов, повышению благосостояния общества, укреплению безопасности, устойчивости и верховенства закона, объявляет о начале процесса членства в Европейском Союзе». Таким образом, это заявление стало настоящим манифестом нового политического вектора страны, и его уже цитируют не только армянские медиа, но и международные аналитики. Друзья, если вот это вот видео на YouTube действительно дойдет до Армении, будет очень интересно узнать мнение самих армян. Если вы хотите, чтобы видео увидели в Армении, поставьте лайк, так оно быстрее разлетится по сети и попадет в рекомендации. Далее появилась резонансная новость, которая касается именно скандала со стороны России во время переговоров в Эр-Рияде по урегулированию мира в Украине. Встреча российских и американских делегаций в Эр-Рияде, которая прошла, вы знаете, в феврале 2025 года, не обошлась без интриг и внутреннего конфликта, и, что самое здесь примечательно, конфликт разгорелся не между Соединенными Штатами и Россией, а среди самих россиян. Просто невероятно. Эта история на самом деле редкая, так как не часто мы с вами знаем, какие происходят закулисные разборки российской элиты прямо во время важнейших международных переговоров. Как сообщает независимый российский портал The Moscow Times, ссылаясь на телеграм-канал агентства новости, во время подготовки к данным переговорам неожиданно вспыхнула напряженность из-за того, кто именно будет сидеть за столом с американской стороной. Причиной стала борьба за место среди российских переговорщиков. В состав российской делегации на этих переговорах в Саудовской Аравии входили: первый – министр иностранных дел Сергей Лавров, советник президента Юрий Ушаков, а также глава фонда прямых инвестиций и специальный представитель Кремля Кирилл Дмитриев. И вот именно из-за Дмитриева и начался конфликт. По данным источника, изначально Дмитриев не должен был участвовать в данных переговорах. Однако, как утверждается, он лично обратился к Владимиру Путину с просьбой включить его в состав, и Путин дал добро, но при этом не сообщил о своем решении министру Лаврову. Это решение президента стало настоящим сюрпризом. Как передает агентство новости, Лавров был крайне удивлен, когда в зале переговоров увидел, что с российской стороны за столом стоят 3 стула, не 2, как планировалось. Когда он узнал, что 3-й стул предназначен для Кирилла Дмитриева, министр немедленно отреагировал. Он взял просто, отодвинул стул от стола и резко заявил, цитата, «Если Дмитриев должен участвовать в переговорах, я хочу услышать это лично от Владимира Путина». Кстати, такое поведение Лаврова стало предметом обсуждения на множестве YouTube-каналов, которые анализируют поведение российских чиновников на международной арене. Видео с заголовками вроде «Скандал в Саудовской Аравии», «Лавров против Кремля» быстро набрали просмотры. Кирилл Дмитриев смог занять свое место за столом только после короткого перерыва, в ходе которого Лавров вышел из зала, вероятно, чтобы уточнить ситуацию.
Как пишет The Moscow Times, Лавров вернулся с явно недовольным выражением лица, но сумел сдержаться и не устроил сцену перед американской делегацией. Также в публикации упоминается, что Дмитриев попросил разрешения ему находиться за столом хотя бы в течение 15 минут, чтобы он мог формально принять участие в переговорах. Однако на официальных фотографиях встречи, которая прошла 18 февраля 2025 года в Эр-Рияде, Дмитриев не запечатлен за столом переговоров, его можно увидеть только на кадрах, где он общается с журналистами в коридоре. По словам анонимного источника, на высшем уровне в Кремле наблюдаются серьезные проблемы с коммуникацией. Один из инсайдеров сообщил, цитата, «Каждый идет к Путину лично, а он каждому говорит что-то свое. Это одна из причин, по которой на переговорах никто не может четко сформулировать саму позицию России». Этот комментарий вызвал настоящий ажиотаж в политических видеоблогах, ведь он косвенно подтверждает слухи в хаосе в управлении Кремля. Что же касается самой встречи делегаций США и России в Саудовской Аравии, то она завершилась без каких-либо серьезных договоренностей по вопросам войны в Украине. Многие эксперты уже сделали акцент на том, что внутренние конфликты в российской делегации могли повлиять на результаты данных переговоров или точнее на их полное отсутствие. Друзья, буду ждать ваших комментариев, что вы думаете о действиях Дональда Трампа, о решении Армении двигаться в сторону Европейского Союза, о скандале в российской делегации на переговорах. Обязательно пишите ваше мнение в комментариях. Если вам понравилось видео с короткими мировыми новостями, поддержите лайком мой труд, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи в ближайшем выпуске и хороших вам новостей!